От Средиземного моря до темных озер Полесья, от африканских берегов до японских островов. Где бы человек ни всматривался в глубины воды, он неизменно натыкался на одну и ту же тень. Прекрасную, страшную, непонятную. Мы зовем ее русалкой, но вопрос остается, кто же она на самом деле? Стая русалок в открытом океане. Сегодня в центре внимания видео, на которых, как утверждают очевидцы, запечатлены существа, пугающе похожие на тех самых мифических русалок. Эти кадры уже разлетелись по всему интернету, собирая сотни тысяч просмотров и не меньше споров. Снятые дроном, они показывают нечто действительно странное. Группа существ, двигающихся в воде синхронно, техникой Butterfly. Именно так плавают профессиональные пловцы. Только вот это не пловцы, существа человекоподобные, похожи на гоминидов, но с нечеловеческой пластикой и телосложением. Кто-то видит в них русалок, кто-то говорит о подводной эволюции, а кто-то о монтаже. Но форма тела, движение, групповая координация — все это выглядит слишком живо, чтобы не задать главный вопрос. Если это не люди и не животные, то кто? И тут начинается самое интересное, потому что русалка — это не просто водяная девушка с хвостом, это образ-пограничник. Она как будто и человек, и не совсем. И рыба, но с лицом. Ни туда, ни сюда. Она рождается там, где заканчивается уверенность, где берег встречается с бездной, где привычное вдруг соскальзывает, и начинается неизвестное. Первый след этой загадки уходит в глубокую древность, в мифы шумеров. Там была богиня по имени Атаргатис. Охваченная стыдом, она бросилась в озеро, но не исчезла, а превратилась. Рыбий хвост и женское лицо. Полурыба, полубогиня. Символика поразительная, но еще сильнее устойчивость самого сюжета. Отказ от человеческого, побег в воду, превращение. Все это будет повторяться снова и снова под разными именами в новых телах и культурах. От норвежских фьордов до рек Амазонки. Встреча существа и подводные лодки. Один из самых обсуждаемых случаев предполагаемой встречи с русалкой был зафиксирован в 2013-м в видео, опубликованном каналом Animal Planet. Съемка велась с борта подводного аппарата, работавшего в холодных водах Гренландского моря. В какой-то момент перед камерой внезапно появляется нечто. Существо с человекоподобными чертами и хвостом, отчетливо напоминающим рыбий, сталкивается с корпусом аппарата и сразу же скрывается в темноте. Кадры вызвали шквал споров. Одни заявили, это наконец-то прямое доказательство существования русалок. Другие уверяли, ничего, кроме цифровой обработки или ошибочного восприятия на видео нет. Но главный вопрос остался. Если перед нами не подделка, то что это? Мы живем в эпоху, где каждый день кто-то что-то снимает. На смартфоны, дроны, экшн-камеры. Возникает иллюзия, реальность под тотальным контролем. Но что делать, если в кадр попадает нечто, для чего у нас даже нет категории? Ни научной, ни культурной, ни визуальной. Что мы ожидаем увидеть в океане? Ну, максимум там стайку дельфинов, редкого кальмара или затонувший корабль. А если там, среди кораллов и разломов, прячется совсем другое, не просто редкий биологический вид, а вызов самому нашему представлению о жизни, этим вопросом невольно задались и участники экспедиции в Гренландском море биолог доктор Пол Робертсон и геолог Торстен Шмидт, работавшие на борту подводной лодки. Они не просто что-то заметили, они это записали. И кадры, которые вскоре стали причиной научной и политической бури, мы наблюдаем сейчас. Реакция Робертсона почти инстинктивна. Хочу увидеть, что на второй камере. Любопытство? Конечно. Но за ним что-то большее. Не просто научный интерес, а узнавание. Как если бы увидел знакомое лицо в незнакомом мире. Дальше серия коротких сбивчивых фраз. Паузы, ошеломление, молниеносное решение объединить записи обеих камер. И снова потрясение. Неужели это снова оно? Робертсон не уверен сразу, но затем подтверждает. Да, похоже, это тот же вид. Именно тот, чьи фрагменты извлекли у берегов Южной Африки. Существо, которое не вписывается в привычные категории. Его не классифицировать с первого взгляда. Оно выбивается из схем. Геолог Шмидт, напротив, говорит прямо. Он не прибегает к научным терминам. Просто «я понял, что смотрю в лицо другому разуму, другому виду». Эта фраза срезает воздух. Без прикрас. Без защитной мантии академического языка. И тут же контекст, сомнения, давление. Почему кадры не были сразу переданы дежурным офицерам? Потому что команда опасалась преследования. В прямом смысле. Угрозы судебного характера со стороны исландских властей. Логичный шаг — обратиться к Дании. Гренландия, хоть и автономно, остается ее частью. Обратились. Поделились. И не просто услышаны с последствиями. В том же году правительство Гренландии объявляет о полном запрете на новые буровые работы. Никакой новой разведки нефти. Решение политическое, но вызвано кадрами. Теми самыми. Это признание, если не в словах, то в поступках. Странные существа в объективе камеры, кадры с побережья Австралии.
Все начинается как обычное погружение. Дайверы, подводная съемка, тихое покачивание воды. И вдруг вспышка движения. В объективе на долю секунды мелькает хвост, не мультипликационный, не глянцевый, стремительный, подвижный, живой. Специалисты говорят, так двигается не графика, так двигается нечто органическое, настоящее. И это вызывает больше вопросов, чем ответов. Где привычные длинные волосы, грациозный силуэт, образ с открытки? Здесь наоборот, не показательно, рвано, неровно. Слишком реально, чтобы быть красивым. И слишком странно, чтобы быть фейком. Следующее видео прилетело с Аляски. Молодой парень случайно замечает существо у плотины. Оно извивается, двигается всем телом, как будто борется, чтобы вернуться в воду. И буквально через пару секунд исчезает. Никакого плана, никакой постановки. Просто нет. Тюлень? Вряд ли. То, что мы видим, не совпадает ни по форме тела, ни по движениям. Хвост не тюленей, не дельфини. Что-то другое. Что-то, что не попадает ни в один известный каталог. Откуда оно пришло? Зачем? И главное, куда делось? Русалки в разных культурах. Миф — это не выдумка. Это знание, к которому мы пока не нашли ключ. И, может быть, все, что мы видим в странных видео, это не сказка. Это просто то, что наука пока не умеет объяснять. Но уже должна начать спрашивать. Русалка звучит по-разному в каждой культуре. Но суть остается, она всегда на границе. Между страхом и влечением, между землей и глубиной, между человеком и чем-то иным. В Древней Греции это не рыбы вовсе. Сирены, птицы с лицами женщин. Их песня — это гибельный зов, заманивающий моряков в погибель. Но с веками их облик меняется. К 12 столетию монахи в Европе уже рисуют женщин с рыбьими хвостами, зеркалами и расческами. Это не сказка, это символ, искушение, суета. Грех у самой кромки воды. В славянской традиции русалка — это вовсе не романтический образ, это тень. Душа девушки, погибшей неправедно, утопленница, самоубийца, невеста, не дошедшая до венца. В русальную неделю такие русалки выходят в поля. Они могут защекотать до гибели, а могут прошептать тайну, привидение, но не безликое, с разумом. А в Африке своя русалка. Ма-ми-ва-та. Красивая, опасная. Может одарить богатством, а может все отобрать. Ее лицо с рекламных плакатов, а тело оттуда, где бушует океан. Это не символ фэнтези. Это дух воды, перемен, столкновения культур. Япония. Там ее зовут нингё. Рыба с человеческим лицом. Не дар, а беда. Съел ее и погиб. Но есть одна легенда о женщине Яо Бикуни. Она съела плоть нингё и прожила 800 лет. Подарок или наказание? Вот и думай. Находки в разных странах. Амазонка. Жаркий, шумный, зеленый ад. И среди всего этого мальчик, который снимает видео и говорит прямо: это не человек в костюме. Существо двигалось по-другому, не всплывало за воздухом. И главное, зачем кому-то вообще наряжаться в русалку здесь, в глубине джунглей, где кроме комаров и змей почти никого нет? Даже скептики, уставшие от объяснений, признают, это странно. Двое мужчин ловили рыбу. Как вдруг к ним попало маленькое существо. Рыбаки, не подростки из соцсетей. Они видели всякое. Но когда в сеть попадает нечто с рыбьим хвостом и человеческой головой, они сами теряются. Оно было маленьким, хрупким, с руками, да, руками не плавниками. И никто не смог сказать, что это — усталость, галлюцинация или то, чего просто не должно быть. Филиппины. Сеть поднимается, и в ней оно. Существо, больше похожее на пришельца или на русалку. Реакция — не фотосессия, паника. Рыбаки в ужасе швыряют все обратно в море. Видео обрывается на середине. Но рука в кадре видна четко. И голос за кадром дрожащий. Это точно не репетиция. Россия. Байкал. Местный житель снимает, как по глади воды скользит что-то. Мелькает хвост. На секунду ни сом, ни осетр. Слишком быстро. Слишком плавно, слишком не то. Кадры мутные, но ощущение кристально четкое. Там что-то было. А вот береговая охрана Великобритании. Обычный ночной патруль. И вдруг существо всплывает, смотрит, исчезает. Один из офицеров после этого уволился. Сказал, что не может спать. Ему снятся сны. Один и тот же. Хвост, вода, лицо. И вот тут вопрос. Это слишком реалистично, чтобы быть фейком? Или слишком убедительно, чтобы быть правдой? Русалки в поп-культуре. Наука не нашла ни одного доказательства, что русалки существуют, но и объяснить, почему их продолжают видеть, тоже не может. Можно все списать на физиологию. Моряки, уставшие, напуганные, видели ламантинов или дюгойный, и мозг сам дорисовывал лицо. Иллюзии на фоне тумана. Желание сильнее разума. Можно вспомнить подделки. В 19 веке это был выгодный бизнес. Самое знаменитое — фиджийская русалка. Хвост рыбы, голова обезьяны.
Жутко нелепо, но люди верили и платили. Но все это только поверхность. Потому что настоящая русалка живет не в воде. Она живет в воображении. Она прошла долгий путь. От мифа предостережения до символа бунта. Андерсен в 1837 дал ей голос, а потом забрал. Его «Русалочка» не сказка, а трагедия. Любовь без слов, без ответа, без награды и без звука. Потом пришел Дисней, и сказка стала песней, хэппи-энд, крабы-друзья, солнечный финал. Но исчезла главное — боль. И вместе с ней ушла двусмысленность. В 21 веке двусмысленность возвращается. В сериале «Сайрен» русалки хищные, чуждые, разумные, но опасные. Не ангелы, не демоны. Они альтернатива. Вопрос, а не ответ. В хоррорах они из глубин, молчат, но наблюдают, как будто знают больше, чем мы. Феминистская мысль видит в ней совсем другое. У нее нет ног, значит, она не подчиняется законам Земли. У нее нет одежды, значит, она не стыдится тела. У нее отняли голос, значит, он должен быть возвращен. И тогда русалка — это уже не жертва, это ее тело без границ. Бунт без слов, альтернатива порядку. Русалка живет, потому что мы сами существа на границе. Нам страшно, но мы все равно заглядываем в глубину. Мы хотим знать, что там, под водой, за горизонтом, за гранью. И в каждом из нас есть часть, которая не хочет быть до конца человеком. Хочет исчезнуть, раствориться, уплыть. Вот почему миф не умирает. Он не о хвосте или пении. Он о нас, о месте, где заканчивается форма и начинается тень, где природа обретает лицо, где женщина становится символом неведомого. А вы уверены, что вода — это просто вода? Фейк или реальность? Кадры, которые не должны были увидеть свет. Съемка ведется штатно. Российские ученые изучают морское дно Берингового моря. Все спокойно. До одного кадра. Рывок. Нечто проносится мимо камеры. Почти неуловимо, если не замедлить. Но если замедлить, видно. Хвост. Тот самый. Характерный, плавный, сильный. Подделка. Но видео не для публики. Оно вообще не должно было попасть в открытый доступ. И именно это делает его по-настоящему жутким. Кто монтирует фейки ради себя? Без лайков, без сенсаций. Вот в этом и загвоздка. А вот кадры с другого конца планеты. Турист с круизного лайнера смотрит вдаль и замечает что-то, берет камеру, наводит зум. И тут фигура, торс человека, хвост рыбы и тишина. Существо исчезает в волнах, без звука, без всплеска. Только один вопрос остается на поверхности. Почему так далеко от берега? Почему одна? И кто еще ее видел? Шокирующее видео из Болгарии. Может быть, все это галлюцинации, совпадения, переодетые шутники или просто талантливый видеомонтаж. Может быть, мы действительно видим то, что хотим увидеть. Силуэты, сложенные из желания, тумана и шума волн. Но возможно и другое. У нас просто еще нет языка, чтобы описать то, с чем мы сталкиваемся. Нет нужных слов. Нет нужных понятий. Мы смотрим на кадры и не знаем, куда их отнести. Не потому, что это фейк, а потому, что это нечто другое. Например, вот это видео, снятое в Болгарии. Что вы скажете о нем? Двое парней случайно снимают на камеру морское существо. На первый взгляд — русалка. Но как только они решают подойти ближе, она резко ныряет и исчезает под водой. Если приблизить изображение, видно, она не просто смотрит. Кажется, что она манит их к себе. Легкий жест рукой, наклон головы, как будто зовет. Но в следующий момент разворот и исчезновение. Что это было? Проверка? Предупреждение? Игра? Ее мотивы остаются загадкой. Одно ясно — существо явно разумно, но это не человек. Ни по поведению, ни по реакции. Что-то иное. Незнакомое, но наблюдающее за нами. Готовы ли мы к встрече с ней? Что если русалка вовсе не сказка, а симптом? Симптом того, насколько мало мы знаем о собственной планете. Ведь во всех этих историях повторяется одно и то же. Неопределенность, удивление, страх. Точно так же когда-то первобытные люди воспринимали молнию или солнечное затмение не как явление природы, а как знак, предупреждение или приглашение заглянуть глубже. Так что вопросы, возможно, стоит ставить иначе. Не существует ли русалка, а готовы ли мы ее увидеть, если она появится? А теперь слово за вами. Пишите в комментариях, что думаете о всех этих кадрах. Это очередной миф, новая находка или фрагмент реальности, которую мы все еще не можем признать.